Всем привет! В эфире ваш дизайнер интерьера. Давайте разбираться, какие бывают типы света и светильников и как их грамотно расположить. Погнали! Почти все заказчики просят меня создать сложную систему освещения, состоящую из множества групп, чтобы можно было выбирать сценарии. Знаете, там сценарий «я лежу вечером отдыхаю», сценарий «я проснулся утром, мало света», сценарий «я пошел ночью в туалет» и так далее. То есть, чтобы можно было все это варьировать, переключать. Но чаще всего это заканчивается таким огромным пианино из выключателей, и заказчик там первое время еще чего-то там пытается ковыряться, но в итоге это заканчивается тем, что он включает примерно вот таким образом, вот так, включает все выключатели одним разом, и что-то выбирать его уже начинает бесить. Поэтому я, конечно, за продуманную систему освещения, когда есть четкие, понятные зоны, и понятно, как и зачем их включать. Всем нравится разный свет. Кто-то просит усеять все точками. Знаете, у меня был заказчик, он попросил в гостиной в загородном доме сделать ему 100 точечных светильников. То есть у него не потолок, а звездное небо из точек. И это выглядит как какой-то ужасный офис, странный офис. И он сказал, что: Александр, вы меня не переубедили, и нужно было меня переубедить, потому что такой потолок — это просто ужас. А я тогда был еще начинающим дизайнером и не убеждал заказчиков. То есть я делал то, что они просят, и это очень такая сильная ошибка для дизайнера. Кому-то достаточно одной люстры и парочки бра. Они считают избыточный свет неуютным, а мне, например, нравится яркий свет. Вот я люблю есть, например, при свете, а не в темноте, когда не видно, что у тебя там в ложке плавает. Очень красиво смотрится интерьер, где весь свет нижний. То есть у нас вообще нет люстр, нет точек, у нас есть только торшеры и плафоны, там, стоящие на тумбочках. Это создает уютную атмосферу и очень классно смотрится в загородных домах. Давайте обо всем по порядку. Я бы разделил освещение на следующие типы. Функциональный свет – это основной свет, который позволяет нам заниматься уборкой и другими повседневными делами. Акцентный свет – это свет, который выделяет в интерьере какие-то особые зоны. Например, картины, какие-то статуэтки, ниши. Или, например, он освещает обеденную зону или рабочую зону кухни. Это свет, который создает в интерьере глубину. Фоновый свет – это ниши с подсветкой, закарнизный свет. Он освещает поверхности, делает фактурные поверхности более интересными, пространство с таким светом более сложное, что ли, более такое интересное. Декоративный свет – это светильники, создающие вашу индивидуальную атмосферу. Это может быть цветной свет или какой-то вообще еле заметный. Главное в нем – это его дизайнерские особенности, то есть это может быть какой-то вообще арт-объект в вашем интерьере. И именно такой свет создает индивидуальную атмосферу и делает ваш интерьер неповторимым и единственным в своем числе. В отдельную категорию светильников я бы отнес навигационный свет. Знаете, это какие-то подсветки в стенах, в полу, которые позволяют вам перемещаться по квартире в темное время суток. Когда вы не включаете яркий свет, а легкие светильнички показывают вам направление по вашей квартире, и вам удобно по ней передвигаться. Таким образом, комбинируя разные типы освещения, можно полностью видоизменять интерьер. А если завести все эти группы еще и в систему умного дома, то можно одним нажатием кнопки полностью менять окружение. Это очень классно, и это и есть современный интерьер. Давайте теперь поговорим о типах светильников. Каких видов бывают световые приборы? Встроенные. Они бывают утоплены заподлицо, они бывают немножко внахлёст, они бывают гипсовые, когда их устанавливают еще на черновой стадии. В общем, это приборы, которые утоплены в тело потолка. Накладные светильники. Чаще всего они используются для того, чтобы сохранить высоту потолка. Чтобы их установить, нам не нужно опускать потолок, и они не требуют глубины встройки. Это очень удобно, и это очень важно, если потолок у нас низкий. Подвесные светильники. Это любая люстра с цоколем, или это, знаете, на тросиках подвешиваются LED-светильники. Но для всего диодного света очень важный момент, что не нужно забывать, что у них есть еще и трансформаторы. Они не всегда встроены в сам светильник. И очень часто они крепятся где-то под потолком. В таком случае для них нужно предусмотреть какое-то размещение, то есть какой-то лючок, где будет спрятан трансформатор. Настенные светильники – это дизайнерские или технические бра, или какие-то светильники на кронштейне. Очень сложно представить современный дизайн без профильных систем. Это профиль с LED-лентой и рассеивателем. Их совершенно по-разному комбинируют, нарезают, склеивают. Они бывают накладные, подвесные и встроенные. Очень большое распространение в последнее время получили трековые системы.
Это, по сути, кабель-канал, который встраивается в потолок или подвешивается, и это профиль, через который пропущен ток. Они бывают разной мощности, то есть они бывают 220 вольт. Кроме того, еще бывают магнитные треки, на которые можно вешать сколько угодно светильников. Для безопасности обычно они 64 вольта, но при этом это супер удобно, то есть нам не хватает света, мы просто берем и вставляем на магнитик еще один светильник. Нам слишком много света, мы просто убираем лишнее. В последнее время появились трековые системы на 220 вольт, но они специально проработаны так, чтобы это было безопасно и чтобы нас не убило, этим током. Кроме того, конечно же, есть отдельно стоящий свет. Это разные торшеры, настольные лампы, лампы прикроватные на тумбочку. Их тоже море, они бывают совершенно разных типов и очень широко используются. По мне, это главный свет, который создает домашний уют. Что может быть уютнее, чем торшер рядом с креслом, либо какая-то прикроватная лампочка? Она гораздо приятнее и создает больше уюта в вашем доме. Мне постоянно задают один и тот же вопрос. Какой цветовой температуры покупать лампочки в светильнике? Цветовая температура измеряется в кельвинах. Давайте вообще разберемся, какие бывают лампочки. От 1000 до 2000 кельвинов – это цвет свечи. От 2100 до 2800 кельвинов – это теплый свет. Мне он очень не нравится. Это, знаете, такой желтый свет. Я думаю, что если вы посмотрите на любой дом, там есть такое освещение, вы сразу поймете. Оно такое желтое, такое липкое, какое-то неприятное. Оно всю квартиру делает бежевой. Дальше у нас идет белый свет. И от 3000 до 3500 кельвинов это белый, но теплый свет. 4000-5500 кельвинов это нейтральный белый свет. Это мой любимый свет для современных интерьеров. В нем все смоется как-то спокойно, плитка смоется чистой, там все материалы, интерьер становится чистым и приятным. 6000-7500 кельвинов это белый холодный свет, и это прямая ассоциация с больницей или еще хуже с моргом. Это прямо мрачный такой больничный цвет. Никому его не советую использовать. Какую температуру света использовать, это, конечно же, выбор каждого, это больше вкусовщина, но я всегда против теплого света, потому что он весь интерьер окрашивает в такой желтушный цвет, у вас сразу же все такое желтое, мрачное. По мне, самый приятный цвет – это нейтрально-белый. Я не рекомендую использовать разные цветовые температуры в одном помещении, только если эти лампы не работают отдельно. Потому что если это все включено одновременно, то они начинают спорить, и это очень сразу же видно, когда мы делаем фотосъемку интерьера. Это прям бросается в глаза, и это боль. Сейчас второе дыхание обретает неоновый свет. Он очень популярен, особенно в коммерческих интерьерах. Я не буду подробно про него рассказывать, но существует 3 типа неонового света. Самый правильный и красивый – это натуральный неон. Это, знаете, когда есть трубка, заполненная газом, к ней идет трансформатор, и она начинает светиться. Но такой светильник эффектно смоется только в темноте, в ночных клубах, в кафешках, когда вокруг ничего не видно. Потому что если он включен при свете, то вы видите жуткие провода, какие-то трансформаторы и так далее. И это довольно дорогая вещь и трудоемкая. Ее нужно заказывать в специализированном производстве. В общем, специфическая вещь. Гораздо проще использовать светодиодный гибкий неон. Это просто трубка, заполненная светодиодами, и она имитирует неон. Смоется тоже красиво и не требует таких трудозатрат и финансовых затрат. Кроме того, есть еще холодный неон – это электролюминесцентный шнур. Сейчас очень сложно представить современный интерьер без диодного освещения. Давайте разберемся, каких оно бывает типов и как его можно применять. Самый важный параметр – это потребляемая мощность диодной ленты. Самые низковольтные и безопасные ленты – это ленты 12 вольт. Их можно использовать в детских и в любых помещениях, где возможен прямой контакт человека с лентой. Главный минус, что вольтажность очень низкая, и на больших расстояниях могут быть потери в яркости. И их, конечно же, не рекомендуют использовать на длинных расстояниях. Следующие ленты – это ленты 24 вольта. Их можно использовать на более длинных расстояниях, будет меньше потерь и будет более яркий, ровный свет. Кроме того, бывают светодиодные ленты 220 вольт, но это полная жесть, и я даже не буду это комментировать. Кроме обычных лент, бывают еще цветные ленты. Это RGB ленты, это RGB White ленты, которые, кроме нескольких цветов, имеют более широкий спектр. И кроме того, сейчас еще популярность набирают микс-ленты, которые могут изменять цветовую температуру белого света.
Если диодная лента попадает в зону прямой видимости, то очень важным параметром является частота диодов. Например, лента клеится на стену, дальше она закрывается рассеивателем, и если диоды идут редко, то вы просто увидите такую линию из точечек. И это на самом деле некрасиво и странно смотрится. Диоды бывают частотой 30 точек на метр, 60, 120, 240. И чем они чаще и ярче, тем больше они сольются в одну прямую линию, и это будет смотреться красиво. Кроме того, чем глубже диодные точки располагаются от рассеивателя, тем они будут менее ярко светить, но при этом они будут сливаться в одну сплошную линию. Это очень важно, и желательно перед тем, как купить, попробовать какой-то короткий элемент ленты там у себя дома или в магазине, попросить вам включить, и это избавит вас от проблем впоследствии. Кроме того, на рынке сейчас появились очень модные ленты с линзами или ленты сплошного освещения, это такая вот прямо как диодный шнур такой, и они как раз избавляют от этих проблем с точечной засветкой, когда вы вместо сплошной линии видите точечки. Они, конечно же, дороже, но результат того стоит. Очень важный момент, о котором нужно подумать еще на черновой стадии, это трансформатор для диодной ленты. Так как лента у нас 12 или 24 вольта, то, естественно, ее нельзя запитать от обычной сети. И нам нужен переходник-трансформатор на 220 вольт. И это всегда проблема, потому что они всегда забывают, и это всплывает уже на финальной чистовой стадии, когда уже трансформатор некуда спрятать. Поэтому обязательно обсудите со строителями, с вашим электриком, куда вы будете прятать трансформаторы. Конечно же, классное решение, когда можно спрятать трансформаторы где-нибудь в шкафу, в прихожей или еще где-то, в отдельный шкаф для слаботочки. То есть у вас трансформаторы все там спрятаны. В случае, если какой-то один сгорел, мы его просто поменяем, и вам не нужно куда-то лезть там, за потолок, за шкаф, что-то менять, перепаивать и так далее. Это очень удобно. Но это актуально только для лент 24 вольта, потому что они рассчитаны на длинные расстояния. Если лента 12 вольт, то, скорее всего, трансформатор должен где-то крепиться рядом с началом. Кроме того, очень важный момент, чтобы лента запитывалась не в одном месте на всю ленту, если она длинная, а кратно там каждые 2 метра. Иначе у вас будет провисать освещение, и лента в одном углу будет яркая, а в другом будет тусклая. Это будет очень странно смотреться. Продумайте это на этапе закупки ленты, на этапе разводки электрики. Я перечислил самые распространенные моменты, связанные с освещением. Если это было вам полезно, то обязательно поставьте лайк под видео. Если у вас есть еще какие-то свои советы, свои мысли по поводу света, то обязательно поделитесь с нами ими в комментариях. Мы готовим еще несколько очень интересных и полезных выпусков, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, скоро будет много всего интересного. До скорых встреч, пока-пока!